Hola, hoy vamos a aprender el alfabeto español. Вот так. Привет всем. Сегодня я расскажу вам про испанский алфавит. Так что, поехали. Я хочу сказать, во-первых, что не бойтесь, потому что иногда будет, как я скажу букву, и как потом говорится, будет не одинаковый, но вот так просто надо учить и все. И во-вторых, будет намного легче для русских учить испанский алфавит, чем для испанцев учить русский. Вот потому что латинский алфавит на самом деле известнее, чем русский в мире. И, например, если вы тоже знаете английский или, не знаю, итальянский и так далее, уже вы знаете практически все. Вот первое это буква А, как на русском А, как арбол. Вот так, А. Не сложно вообще. А вторая Б, как на русском Б, как, например, больше, это пакет. Ну, например, писатель Булгаков, мы тоже пишем так, Булгаков. А третья, это чуть-чуть сложнее, это буква С. И надо объяснять, что когда буква С получается плюс С, плюс А, О, У, тогда это твердый, как каша, коша, например. И когда получается как плюс и плюс И, это как, например, cereza. Вот это очень, уникальный звук из Испании. Я знаю, что в Южной Америке на самом деле так не говорят. Вот такой cereza, так, как С. А если вы смотрите на, например, алфавит старый, может быть, что там написано CH. Это такой старый алфавит. И это как Ч на русском. Например, как Чехов. У нас тоже так на испанском. Чехов. Следующая буква Д, как на русском. Например, дедо, вот это палец. Это тоже не сложно. Дедо. А следующая это буква Это чуть-чуть сложнее, потому что на русском есть Г. Ну, у вас тоже есть такой как это, когда вы пишете. Это на самом деле одинаковый. Например, элефанте. Это такой животный. И это вы практически одинаковый, как такой это, когда вы пишете. Вот это, элефанте. Потом F. Это как Ф. На русском такой. Тоже такой, как флор. F. Флор. Вот следующее это Х. Надо сказать, надо чуть-чуть объяснять, потому что когда получается Х más А, más О и más У, это как Г на русском, например, гато, это кошка. Но когда получается плюс или И, это как, например, так. Это Х получается. Ingeniero, это инженер, и gente, это люди. Вот так. Вот следующее для нас это H. Но это только пишется. Это на самом деле нельзя сказать, как звучит. Например, глагол hacer. Мы пишем первая буква H, но мы скажем, как если она не была. А hacer это значит делать. Вот так. H такой. Это, я знаю, что это тоже сложно. Есть много кого, когда пишет, делать такую ошибку, потому что не слышно просто. Это надо читать и учить, когда надо использовать. Вот так. H, hacer. Потом И, как на русском, это не сложно. И, как, например, isla. Это остров. А потом J. Это очень похоже, как такой твердый Х на самом деле. J. Например, жирафа. Это жираф. Или J, это как называется буква сама, тоже такая танца. Вот так. J, например, жирафа. Следующее это К. Это мы очень мало используем, только такие иностранные такие слова. Как, например, кило. Как килограмм, вот так. Как у вас килограмм, у нас тоже такой кило. К
Мы даже обычно говорим, когда типа cada kilo, вот так. Когда хотим сказать типа как писать, например, что-то. Cada kilo, вот так. Следующее это ele. И это как на русском, на самом деле, как, например, libro, вот ele. Например, как писатель Лермонтов, для нас это Лермонтов, вот так. Ele libro. M, следующее M, это тоже не сложно, как, например, мое имя, Мигель, это через M, Мигель. И следующее N, это тоже не сложно, как у вас на русском, N. Например, nube, вот так. Следующая, типа, уникальная такая буква, звук не уникальная, но буква сама, да, это N. Например, слово, как называется Испания, как и страна, на испанском есть такая. España, вот это N. А вот следующая, это не сложно, это О, как на русском О, например, осо, это медведь. И тоже, следующая тоже не сложно, это П, как на русском. П одинаково, например, пан, это хлеб, вот так. А следующая, немножко, наверное, незнакомая для вас, это Q. Ну, это надо сказать, что мы это мало используем. Например, через Q пишется queso. Вот так. Queso это сыр. Вот тоже следующее, надо немножко объяснять, как работает она. Следующее это R. Ну, у нас есть такая R, и потом как-нибудь мягкий, я объясняю. Например, когда получается R самая первая, как ратон, мы так говорим R, вот так. Типа так твердый R, вот так. Ратон это мышка. Ну, например, когда получается между другими, например, pero, видите, pero, это значит но или ну на русском. Тоже, например, caro, это значит дорого. Ну, потом тоже мы пишем две R, и получается твердый опять как р. Например, perro, это собака. Вот так. Следующая, это не сложно, это S, как, например, sapo. И тоже следующая, это тоже не сложно, это T, как таza. Это такой стаканчик, такой таza. Следующая тоже не сложно, это U, как у вас, U, например, ува. Ува это виноград. И следующая V. V для нас одинаковый звук, как B. Вторая буква, как АБ. Но просто пишется так. Было время давно, когда была разница между B и V, как у вас есть на русском, но у нас нет. Только еще есть буква, но разница между звуками нету. И, например, через V пишется бака. Вот такая корова. А следующее это W. Надо сказать, что это мы очень мало используем с такими иностранными, например, как Wi-Fi. Мы так говорим, Wi-Fi это Wi-Fi, вот так. И, например, тоже windsurf, такой спорт. Но это мы очень мало используем, редко. Следующее это X. Надо сказать, что если получается сначала, как например, силофоно, это как S, силофоно. Это такой инструмент, силофоно. Но когда получается, как, например, тексто, это как текст, как вы, это как типа К и S вместе, тексто. Но когда получается сначала, это как S, силофоно, вот так. Например, тексто, это, конечно, это текст. Вот. А следующее, это Y, как, например, йо-йо. Вот это, как играть. Ты играешь с этим йо-йо такое. Я не знаю, как это называется на русском. Но надо сказать, что... вы помните, когда мы про L говорили? Тоже получается две L. И получается как L. И потом Y это йо-йо. Йо-йо, например. Но есть много людей, которые не делают разницу между L, два L и Y. Говорит как D всегда.
Это, я думаю, что тоже, как получилось с Б и Уб, мы типа потеряем такой звук. Тоже. Уже есть мало людей, которые говорят не одинаковый. Например, я не знаю, лянура и йо-йо. Вот так. Вы так видите разницу? А последний звук это θ. Как, например, такой животный зорро. Надо сказать, что θ, звук как С, когда получается плюс и И. Вот так. И вот, это все, алфавит испанский. У нас есть 27 букв. И, надо сказать, что такой алфавит начался, когда была такой классический латинский алфавит, это давно уже было, и там они начались там были 23. У нас сейчас такой алфавит одинаковый, как, например, как английского, французского, итальянского. Такой алфавит типа очень известный в мире. Вот вы уже знаете, ребята. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, мы скоро увидимся. Пока-пока.